Всем привет, или Гамарджоба, вы на канале Не Местные. Меня зовут Константин, а Аделина сейчас в отъезде, поэтому этот выпуск будет без нее. Сегодня я расскажу вам про прекрасное время года – осень в Батуми. Из этого выпуска вы узнаете, а есть ли жизнь после туристического сезона. Ну и, конечно, какая погода в Батуми в октябре. А также подведем итоги этого сезона и подумаем, чем же можно заняться осенью в Батуми. Устраивайтесь поудобнее и поехали. Начать выпуск я бы хотел, наверное, из самого моего любимого места в Батуми. Это Батумский Новый бульвар. Здесь прекрасно, спокойствие, зелень, чистый воздух, недалеко море. С наступлением осени здесь становится еще прекрасней. Уже нет суеты летней, нет большого потока людей, идущих на море с кругами, с матрасами, с водяными. Здесь становится более тихо, уединенно. Именно этим мне и нравится батумская осень. Ну и осень в Грузии в целом. Отсутствие большого количества людей. Вот мне даже осень больше нравится, чем лето. Да, летом классный климат, здесь сухо, очень тепло. В море можно покупаться хоть каждый день. Но так много людей, что теряется какая-то атмосфера. Ну, если приехать хотя на пару недель покупаться, это нормально. Но чтобы вот здесь гулять, мне больше нравится осень. Выпуск этот снимается в середине октября, то есть самая середина осени. И пока по деревьям, по кустам особо не ощущается осень. То есть здесь очень много вечно зеленых растений. Хотя вот я смотрю, что трава уже начинает желтеть чуть-чуть. Да, пока лужайка еще зеленоватая, но местами уже редеет зеленый цвет. Я думаю, что через пару недель, когда похолодает, станет уже совсем понятно, что это осень. С наступлением осени меняется и погода. Ну, как и сейчас, пошел легкий дождь, но он абсолютно приятный, он не раздражает, скорее он привносит чуть-чуть свежести в воздух. Да и вообще осенью воздух становится менее влажным, более приятным. И очень много запахов здесь. Особенно чувствуются ароматы, вот все природные вот здесь, в этом парке, на бульваре. Здесь и древесные нотки, здесь и какие-то травяные. Тут и пахнет и лесом после дождя. Какие-то необычные запахи хвойные. Мне очень нравится именно такая природа Батуми, потому что она начинает играть другими красками. Вообще осенью Батуми раскрывается, показывает другую сторону свою. Не только как курортный город, но еще и как место для уединения, место для того, чтобы погулять, подумать, поразмышлять. Другими словами, у осени Батуми своя философия. Например, вы можете здесь вот сесть на лавочку. Очень много пустых лавочек, да, это тоже плюс огромный у осени, потому что летом их не найдешь. Особенно вечером. Сейчас, представляете, вечер пятницы. Летом не найти было бы свободных лавочек. Сейчас очень много их. И вообще, смотрите, мало людей, только собачки вот бегают. Так что можно сесть и подумать о чем-нибудь хорошем. А если расслабиться и закрыть глаза, вы можете перенестись в то место, где вы сейчас хотите быть. Попробуем. Именно так это и работает. Сейчас самое утро, спокойствие, уединение. Как вы видите, почти никого нет. Хотя еще в августе здесь было столько народу уже в 8 утра, что не протолкнуться. А сейчас просто такое вот состояние умиротворения. Кому нравится такая атмосфера утром, осень – это время для вас. Напоминаю, что Батуми находится на берегу Черного моря. И сегодня оно особенно спокойное, хотя не всегда такое оно. Практически нет волн, гладкое, как зеркало. Да, возможно, купаться уже будет прохладно, вода бодрящая, хотя есть люди, которые купаются и в октябре, и даже в ноябре. Но
вы можете просто погулять по морю, по этому песчаному бескрайнему пляжу галечному и поразмышлять. Осень – время для размышлений. Мы с Аделиной любим приходить сюда по утрам, когда никого нет, просто посидеть 20-30 минут, посмотреть на море. Это задает такой классный настрой на весь день. Мы это делаем до завтрака. Проснулись, умылись и сразу на море. Здесь можно медитировать, заниматься йогой. В общем, кто любит такого плана активности, это время для вас. Посидели, подышали свежим воздухом, возвращаемся в парк. О, мы опять в парке. Идем дальше. Наверное, сейчас можно уже с уверенностью сказать, что наступает конец сезона бархатного. Кстати, мы снимали об этом выпуск. Посмотрите его тоже, он интересный, познавательный. Заканчивается сезон, начинается уже такая межсезонье. Сегодня последний теплый день, плюс 20 градусов. И уже через неделю, я смотрю, будут дожди, проливные, 14 градусов днем. Ну, то есть довольно холодно и уже не сезон. Ну, наверное, пришло время подвести итоги. Что случилось в Батуми с начала года? Если вы не знаете, мы прилетели из Таиланда сюда в начале сезона. У нас тоже, кстати, есть выпуск, как мы прилетели, что изменилось за год, когда нас не было. Первое, что лично мне бросается в глаза, это переделанная набережная Батуми. То есть местами из-за прошлогоднего шторма она была полностью размыта. И в этом году ее отреставрировали, укрепили, положили бетонные блоки. В общем, стало лучше. Супер. И вот сейчас как раз я иду по парку. И смотрите, здесь нарисовали велосипедную дорожку. Она не только для велосипедов, но также для самокатов. В общем, для всех средств передвижения. Это здорово, потому что выделенная полоса очень создает комфорта для того, чтобы здесь можно было безопасно передвигаться, как для велосипедистов, так и для прохожих. Кроме этого, я заметил, что очень многие здания строятся, либо идет реконструкция, ремонт зданий. Это видно прям на контрасте, например, что было год назад, что сейчас. Это прям сильно заметно. Респект, власти города Батуми работают, это видно. Они улучшают город, делают его более комфортным. Я уж не говорю про условия к животным, это отдельная тема. Для собак, для кошек здесь созданы классные условия. Это и будки многочисленные, это и устройства для того, чтобы даже мыть своих собак, представляете, своих домашних животных. А также волонтеры следят за численностью собак, их чипируют, кошек подкармливают, стерилизуют. Молодцы. Делается все в правильном направлении. Респект. Вообще Грузия очень много сделала для привлечения туристов в свою страну в этом году. Они обещали нам туристический поток рекордный, и так и получилось. Грузия в этом году приняла около 6 миллионов туристов, представляете? Большая часть, кстати, из России, больше 1 миллиона. На втором месте Турция, потом Армения, Казахстан, Беларусь, Израиль и так далее. То есть проделана очень большая работа. Это неудивительно, потому что в этом году специально под сезон запустили очень много прямых рейсов в Батуми.
например, из Казани, из Сочи, из Уфы, из Самары. Поэтому это дало свой эффект. Люди стали приезжать, отдыхать здесь. Сезон прошел удачно для Грузии. Я сейчас нахожусь в японском саду. Еще один мини-сквер или мини-парк в центре, в центральной части Батуми, в старом Батуми. Очень красивое место. Это еще одно подтверждение того, что Батуми очень красивый город со своим колоритом. Вот именно в этом месте, в японском саду, октябрь не ощущается. Осень в Батуми – это особенное время. Город замедляется, а природа раскрашивает его в золотые тона. Это отличное время задуматься о будущем, в том числе об инвестициях. В пригороде Батуми, в районе Гонио, сейчас строится уникальный проект – роскошный отельный комплекс Wyndham Grand Batumi Gonio от международной сети Wyndham Hotels and Resorts. Это первый в Грузии пятизвездочный комплекс с сервисом All Inclusive, который объединяет 5 отелей и более 90 объектов инфраструктуры. Покупка отельного номера в таком комплексе – это надежный способ инвестирования в недвижимость, который приносит стабильный доход от аренды круглый год. Кстати, доход начинается сразу после покупки номера и еще до окончания строительства. Покупая отдельную недвижимость в комплексе Wyndham Grand Batumi Gonio, вы стабильно зарабатываете 14-16 годовых в долларах от ее сдачи в аренду. А еще, благодаря ежегодному росту недвижимости на 30%, вы получаете дополнительный доход при ее перепродаже. Так в чем уникальность проекта? Wyndham Hotels and Resorts – это крупнейшая сеть в мире с более чем 9300 отелями в 95 странах. Ваша недвижимость будет частью этого глобального бренда, что гарантирует на нее высокий спрос и доходность. 90 объектов инфраструктуры из сервиса Ultra All Inclusive будут привлекать гостей круглый год, обеспечивая вам стабильный доход. Это еще один повод купить здесь недвижимость и приезжать сюда самим. Кроме того, покупка недвижимости в Wyndham Grand Batumi Gonio открывает доступ к эксклюзивным возможностям для путешественников, бесплатному отдыху в отелях по всему миру и различным скидкам по программам обмена отдыхом, доступным только владельцам брендовой недвижимости. Итак, если вы хотите не только наслаждаться осенью в Батуми, но и создать успешное финансовое будущее для себя и своей семьи, покупка недвижимости в этом отельном комплексе – отличный вариант. По ссылке в описании можете узнать больше и присоединиться к инвесторам. Да, и напишите в комментариях, если хотите больше узнать об этом комплексе. Мы можем поехать в Гонио, чтобы показать вам место и ход строительства комплекса, который откроется уже в 2025 году. А еще в Гонио чистейшие пляжи с прозрачной водой. А в Батуми, конечно, они не всегда такие чистые. Как раз я вот сейчас нахожусь в одном из центральных пляжей. И вот так выглядит один из самых многочисленных когда-то пляжей Батуми. То есть вы видите, да, уже нет большого количества рядов лежаков, только редкие люди. А ведь сейчас выходной и солнечный день. Последний, причем такой солнечный, теплый день. И вот некоторые, да, плавают, как мы видим, на сапах катаются. Но совсем не та картина, которая была в сезон. Да, сезон заканчивается, это безусловно. Вода тоже не такая теплая, бодрящая, но купаются люди. Ну да, купание в Черном море в конце октября, в ноябре – такое сомнительное удовольствие. А вот чего не скажешь про лакомство сезонными фруктами. Осенью созревает очень много фруктов, классных, вкусных. И сейчас мы перенесемся, как мы это умеем делать, к одному из таких прилавков. Так, что у нас тут? Нет, маловато. Идем дальше. Угу. Уже получше, но не то. Дальше.
Здесь мы видим уже гораздо больше выбор. Но все-таки не то. Попробуем еще. Ну, почти. Давайте еще раз. О, вот это я понимаю. Огромный прилавок. Ну, как вы поняли уже, в Грузии практически на каждом углу, через каждые 200 метров можно найти развалы с фруктами, с орехами, ягодами. Видите, арбуз. Огромное количество сливы, фейхоа, орехи. Здесь еще и ягоды, черника, хурма. Есть идея сделать следующий выпуск про сезонные фрукты Батуми. Это и фейхоа, и айва, хурма, гранат, мандарины уже скоро будут. Кому нравится такая идея, ставьте лайк, напишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть. Ну, я думаю, классная идея. Хотел бы добавить, что эти фрукты и овощи очень полезные в Грузии. Здесь, насколько я знаю, не используются химикаты, не используются какие-то добавки в землю для того, чтобы они быстрее росли, потому что здесь и так классный климат, и поэтому здесь особенно полезные фрукты. Подвести итоги этого выпуска я бы хотел около озера парка 6 мая. И знаете, я понял, где все люди. Они все здесь, они все в парках, уже не около моря, а в парках проводят выходные с детьми, с семьями, спокойно отдыхают, такой легкий, непринужденный отдых. Осень в Батуми – это удивительное время года. Сезон заканчивается, все замедляется, есть время, чтобы подумать, поразмышлять о будущем, заняться своими какими-то делами и просто отдыхать. С наступлением осени температура, конечно, падает, пришла пора надевать теплые вещи. Однако здесь слишком холодно не бывает, даже зимой снег – это редкость. Что касается цен на недвижимость в аренду, они традиционно падают осенью. Немножко упали и продолжают падать к зиме и будут еще ниже. И получается здесь выгодно жить осенью. Спасибо, что посмотрели выпуск до конца. Если у вас есть идеи, что еще можно снять о Батуми, пишите в комментариях или в наших соцсетях.